Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши поучительные жизненные истории, комментарии ваши. Благодарю. Подписки, лайки, спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Также хотела поздравить всех с наступившим Новым годом. Пожелать всем удачи, счастья, здоровья, процветания, исполнения всех ваших мечтаний. Желаю, чтобы вы продолжали мечтать, девочки. Так, какая девочка пришла ко мне на расклад? Сейчас, если срезонирует сигнификация, то смотрим до конца один вариант. Да? Если во время сигнификации вы понимаете, похоже на вашу подругу Свету Таню, есть возможность посоветовать это видео посмотреть Свете Тане. Может, оно будет полезно, интересно. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты. Какие карты красивые на вас ложатся. Тут на этих словах, при этих словах вышла карта каких-то печалей, горестей. Так, ладно. Смотрим. Первая карта у меня гармония вышла. Женщина, которая, может быть, научилась как-то, хотел сказать, ловить дзен, да, входить в какое-то состояние такое, несмотря на то, что там вокруг вас происходит, не реагировать на это как-то, не брать это близко к сердцу. Вот эта вот карта говорит о том, что у вас на самом деле могут быть проблемы у кого-то со здоровьем, у кого-то трудности финансовые, то же самое, у кого-то во взаимоотношениях. То есть бывают моменты, когда действительно печалька, когда другой бы руки опустил, да. А тут у вас показана первая карта ваша. Я называю это женщина, которая уже осознанная, которая прекрасно понимает, что состояние ее психики во многом зависит от нее самой, да, и не стоит поддаваться на какие-то провокации со стороны кого бы то ни было и реагировать слишком близко, брать к сердцу то, на что ты не можешь повлиять объективно. Если ты не можешь на какую-то ситуацию повлиять, то не нужно это. Но опять-таки излишне эмоционировать. Тут не так показано. Следующая карта читается муза, яркая, харизматичная, вдохновляющая, энергетически наполненный человек. Опять-таки для мужчин привлекательно, но в принципе женщина, которая за собой может вести, вдохновлять, быть идейным вдохновителем. Опять-таки красивая, умеет где-то женщина использовать эти какие-то женские штучки, нюансики какие-то, если знаете, что там в вашей внешности, там ваши достоинства, там это волосы какие-то, то вы их распустите там по плечам, сделайте акцент на этом. Если у кого-то там ноги роскошные, длинные, то тоже как-то подчеркнете какой-то разрез. Ну, девочки, вы сами знаете. Тут девочка красивая. Так, дальше мне показана женщина, которая очень нуждается, карта нежность, в каких-то чистых, светлых, каких-то очень искренних взаимоотношениях. Вот как-то так. Как будто бы вы ждете, карта тут презент, это подарок, да, и карта рядом дома, посередине карта вот эта нежность. Кому-то катастрофически не хватает этого. Именно тут изображена парочка такая лет 14-15, когда зарождаются первые вот эти вот какие-то чистые, они полудетские, какие-то юношеские, какие-то эмоции. Это первая влюбленность, вот какая-то чистота в этом всем. Чистота, наивность, доверчивость, это все сюда. Вот как будто бы вам этого очень не хватает в жизни, вам бы хотелось это все получать. Может быть вот дома какие-то, опять-таки, если замужем, то вот не хватает этого, искренности какой-то. При этом вас характеризует женщина, которая на самом деле как подарок для любого мужчины. Вы можете дать эту полную гамму эмоций. Может быть, даже у кого-то это накопилось уже длительное время, какие-то годы уже. И есть желание кому-то эту любовь, нежность, заботу
вот это вот все отдать, да, на кого-то это обрушить. Ну ладно, я так обрушить сказала, но вы понимаете, да, где-то может быть при наличии какого-то действительно достойного мужчины вы с удовольствием бы поделились с ним этой любовью, нежностью, заботой. Вот такое вот мне идет. При этом женщина, знаете, есть люди, которым на самом деле, ну, и не нужен этот какой-то спектр этих эмоций. Они могут довольствоваться, ну, какими-то обычными, не знаю, стандартными там какие-то проявлениями. А вас показали женщины, для которой очень важно где-то, чтобы в отношении вас даже мужчина не просто там как-то себя проявлял, спасибо за ужин, да, дорогая, и все. И что-нибудь отвернулся на другой бок и заснул. Для вас важны какие-то вот такие моменты, вот забота, внимание, поддержка. Пусть это даже, тут даже не какой-то, даже не сколько любовный аспект, хотя в этом, может быть, любовь и проявляется как раз, да, для вас, вот, в мелочах она проявляется. Это то же самое, когда там вы, допустим, возвращаетесь с работы, и тут ливень начался, да, бегом под проливным дождем, и тут ваш появляется молодой человек, который там лишний крюк сделал, лишний круг сделал для того, чтобы вас подвести, да, для того, чтобы вы не намокли, может быть, с работы вас забрал, там, или элементарно помощь какая-то там в магазине, да, он подъехал, помог вам эти какие-то сумки дотащить, даже до той же машины дотащить. Ну, девочки, ну, что-то такие какие-то мелочи там, где-то на природе укрыть вас пледом каким-то, еще согреть. Вот такие какие-то нюансы. Мне вот такую женщину вот показывают. Для вас как будто бы просто наличие мужчины в вашей жизни, допустим, да, номинально, пусть он числится, да, вот есть и есть. Вам этого мало. Для вас важна глубина. Вот тут так как-то так мне показано. По этим картам еще показана женщина, для которой очень важно дом, семья, дом, моя крепость. Так, какая еще? Так, о чем вот эти вот какие-то печали, горести? Ну, тут больше, да, тут больше как будто бы карта кольцо, это если человек, ну, если вы замужем, там проблемы могут быть, неприятности, да, проблемы, неприятности в семейной жизни, во взаимоотношениях, может быть, с любимым человеком или, в принципе, с каким-то мужчиной. Или же вы хотели построить серьезные отношения вплоть до, ну, там, замужества, да, выйти замуж хотели за него. Вот тут как будто бы что-то пошло не так. Вот тут карта доступность, и дальше как будто бы вы, может быть, себе напридумывали, ну, напридумывали или нет, ну, намечтали, да, видели там один формат отношений, одно развитие вот какой-то там ситуации. Карта доступна тут вплоть до того, что женщина была где-то влюблена, может быть, в этом плане карта доступна, хотела рядом быть с любимым человеком, дотянись рукой твоя, да, всегда. Ну, карта тут тучи, я же говорю, какие-то неприятности, какой-то, ну, может быть, у кого-то ссора, у кого-то ухудшение взаимоотношений, скажем так. И тут карта тупик, тупиковая какая-то ситуация, и как будто выхода из нее особо даже, может и есть, но как будто бы особо вы пока это то ли не можете применить, это то ли не получается. Ну, единственный плюс вот в этом всей ситуации, вот этой карты, вот тут, да, видите, как ребенок сидит такой, плачет на какой-то лестнице, и тут какие-то ободранные коленки у него, то есть уже он получил какой-то печальный опыт. И где-то ребенок это как вас характеризует, что где-то наивность, где-то доверчивость, где-то в свое время как будто бы, ну, не сумели вы, ну, может быть, чего-то распознать в человеке, как будто бы где-то обожглись, где-то ошиблись, где-то слишком по-детски доверчиво отнеслись, вот как-то так, не сумели соломки подстелить. Ну, так вот, единственный плюс вот по вот этим картам, вот,
который дополняет вот этот вопрос сейчас, это то, что вы становитесь мудрее. По карте сова это ваш опыт уже. В дальнейшем именно такая ситуация больше вам не навредит. Может быть, именно так вы к себе не подпустите никого, не допустите этого болезненного, опять-таки, опыта больше, дальше. Карта воительница. Научились тут рамочки, границы выстраивать уже с мечом, уже на поготове. Уже в следующий раз, может быть, совершенно по-другому будете реагировать на проявление там, ну, то ли мужчины, то ли каких-то еще там, я же не знаю, близких, родных, родственников. Тут ну, карта дом. У кого-то это с домом, семьей связано, у кого-то это может быть какие-то рабочие взаимоотношения. Ну, такое вот. Характеризует вас сейчас женщина очень мудрой по сове. Женщина, которая сумела, опять-таки, все свои какие-то эмоции, тут карта гармония, ну, все взять под контроль. И тут женщина, которая эмоции контролирует разумом, холодным рассудком. Все по полочкам разложила и сказала, все, больше я не допущу того, чтобы мне приносили, ну, боль. Да, так. Как-то так мне. Как начинался расклад, да, осознанность, вот так он, в принципе, расклад, сигнификация ваша. Мудрая женщина, которая, наверное, понимает, что если вы сами о себе не позаботитесь, то кто о вас позаботится? Вот как-то так. Так, девочки мои хорошие, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь и не стесняемся, товарищи, ставим лайки. Благодарю. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Так, чем? Чем привлекаете и влюбляете в себя? Эротическую возьмем. Так. Чем привлекаете и влюбляете в себя? Чем вы привлекаете и влюбляете в себя? По поводу приобретения карт, наша творческая студия Анна Сава, обращайтесь в личку, пожалуйста. Вот такие есть карты замечательные, называется «Иной мир». Видите, рубашка какая яркая, по Уэйту, классика. Так, итак, чем вы привлекаете и влюбляете в себя? Так, еще минутку вашего времени займу. Еще вот такие карты тоже. Души порыва называется. Такая творческая студия. Смотрите, какие карты. Свинки. Дерево. Тут очень много карт говорящих, таких ярких. Свобода. Вот, смотрите. Вообще прекрасно. И третья колода. Исповедь мертвеца называется. По мотивам Ленорман. Тоже своеобразная. Подростки. Ну, подростки, молодые люди ее любят. Вон такая. Ну, кстати, не только. Ладно, хотела рассказать вам историю. Когда эту колоду увидела в магазине, мы, ну, под реализацию сдаем, да, понятно, карты наши. И когда-то цыганка пришла и увидела эту карту. И у продавщицы из рук прям вырвала. Потом пришла еще, заказала на 2 языках. Еще на английском, по-моему. В общем, интересно, на любителя. Так. Смотрим, мои хорошие. Так. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя, да? Начинаем. Ух ты, как интересно сразу показано. Вокруг вас очень много сплетен, а ваша карта следующая, как иерофант. А чем привлекаете и влюбляете? Тем, что где-то вы сознательно не участвуете в этих сплетнях, в этих пересудах каких-то, и люди знают.
то, что они с вами могут поделиться чем-то, ну, сокровенным, да, какой-то информацией. Они знают то, что можно с вами это все обсудить, и дальше, ну, дальше эту информацию вы никому не будете передавать, да, от вас не будет утечки этой информации. То же самое, что если будет какая-то там такая тяжелая ситуация у человека, если в момент там слабости, мало ли, он поделится чем-то, правда, таким сокровенным, тем, что, ну, лучше никогда ни с кем этим не делиться, да, так как если ты не хочешь, чтобы о чем-то знал твой враг, да, то не нужно говорить об этом, ну, этого и другу своему, такая есть поговорка. Но вот они знают, что если они даже с вами чем-то таким поделятся, вы тут, знаете, как могила, то вы можете дать дельный совет по иерофанту, не будете осуждать, даже если они там признаются в чем-либо, не будете осуждать, не будете там порицать их, да, не будете как-то самоутверждаться, и тем более уж не будете там, не приведи Господи, шантажировать когда-то или упрекать в чем-то. Как будто бы вот эту информацию вы получите, все, и как вы услышали, все, и больше вы не будете напоминать даже, и никак там транслировать, чтобы, ага, я знаю там твою тайну, или я там лишний раз как-то буду намекать, там есть такое, намекают люди, ага, ну ты что же там не святая или не святой, да, как-то вот напоминают людям о том, что в момент какой-то слабости они с вами поделились какой-то информацией. То есть вы совершенно другая, вам можно, ну, чистой совестью, говорят люди, тут как будто бы вам можно открыться. Тут карта первосвященник, как священнику открывается, да, на исповеди. Вот тут такое вот что-то. Так, сейчас. Ну, кстати, это очень важно, это редкость большая. В основном люди, они не могут хранить секреты, не могут как-то, знаете, не могут как-то отрешенно, осознанно относиться к чужим историям, да, если можно так сказать. Тут вас показано человеком, который постоянно чему-то обучается, духовный рост, развитие. Человек, который не стоит на месте в своем развитии, в принципе, да. И тут вот эти вот какие-то сплетни, даже которые, может быть, вокруг вас, у кого-то даже это подстегивает для того, чтобы лишний раз расти, развиваться и не скатываться на уровень вот этих вот сплетников, у которых одно развлечение, в их жизни ни хрена нормального может не происходит, или они не умеют радоваться тому, что у них есть, или для них вот в кайф вот этих сплетнях каких-то участвовать. Вполне возможно, вас видят человеком, который ставит перед собой какие-то цели, большие, маленькие, по иерофанту, но идет, достигает, и лишний раз сам себе как будто говорит: нет, я не хочу вот проживать вот эту жизнь какую-то, такую какую-то, где-то как убогую, где единственное развлечение в жизни у людей это обсасывать какие-то новости, там, сплетни вот эти вот как-то так. Так, сейчас, девочки, переверну. Чем привлекаешь и влюбляешь в себя? Ух ты. Так, вот тут вот сразу мне вот так вот прям, кстати, тут какой-то магический такой подтекст. Многие считают, у вас тут карта ведьма вышла. Женщина, обладающая тайными знаниями. Кто-то, кстати, считает вас прям практиком. Женщина, которая может притягивать энергию, управлять, там, понятно, своей судьбой, управлять, может даже влиять на волю людей. Тут как-то так. Не знаю, тут прям вас такой считают. При этом ведьма, то ведьма, но тут же показаны карты. Карта коса и следующая карта дьявол. Тут манипуляции какие-то, хитрости, обманы, тройка мечей еще. Как будто бы вы сознательно, опять идет у меня история о осознанности. Вы влюбляете в себя
тем, что при наличии у вас вот каких-то знаний, кто-то по карте ведьма, может быть, понятно, увлекается эзотерикой, расклады, тут Таро смотрите, может, сами практик, но тут еще увлечение психологией. Как будто бы хорошо женщина разбирается, может быть, в манипулятивных техниках. Изнутри это все знает. Тут уже как будто бы вы очень много информации получили, кто-то в свое время мог что-то применять даже. Но сейчас, чем вы влюбляете, кстати, тем, что при вашем каком-то интеллекте, мало того, что тут интеллект, я же повторюсь, тут еще женщина интуит, женщина ведающая, женщина психолог, кто-то тут получила, кто-то образование, кто-то в принципе может эти знания по психологии, тут даже какие-то такие, знаете, не буду говорить тут, не буду говорить тут пикаперские курсы, нет, вряд ли вы таким увлекаетесь, но как будто бы могли все это изучать, эти техники манипулятивные, для того, чтобы оградить себя в будущем от этого. То есть там кто-то пытается как-то только вами проманипулировать, а вы это изнутри уже видите, и вы улыбаетесь, да, наверное, потому что это как выражение, там, где ты учился, я преподавала, да. Так вот, по карте коса, как будто бы вы на подходе, даже кто-то там чуть-чуть пытается что-то вам, какую-то тут хитрость в отношении вас, или боль вам причинить. Тут тройка мечей, это как разбить ваши мечты, иллюзии, там у вас тут какой-то, допустим, там я уже не знаю, ну, коммуникацию, да, вы какую-то выстраиваете, и вы видите, человек пытается вас или там как это уколоть, где-то может быть боль причинить, а вы тут по карте косе даже на корню это все как будто нейтрализуете. Причем как-то так вы это делаете. Тут карта письмо, как-то мне так вот это идет, как будто бы даже, ну, понятно, коса это резко, да, обрываете по дьявольски какие-то проявления людей, но при этом это получается у вас как-то, мне так идет, как-то женственно, при этом получается, может быть, у кого-то даже с юмором, у кого-то как-то, тут письмо, это информация какая-то, может быть, даже при помощи каких-то метафор вы на человека ставите на место, может быть, там, опять повторюсь, как-то какие-то приводите примеры, даже человек там что-то задумал в отношении вас, как-то некрасиво себя повести, и уже начинает проявлять себя. А вы можете какую-то историю рассказать, которая, и он понимает, которая там характеризует вот этот процесс, который происходит между вами и им. И он в процессе общения с вами понимает, что вы видите его насквозь, его какие-то вот эти уж многоходовочки. Тут что-то такое, девочки, тут ваша мудрость, другими словами. Ну, вот это влюбляете, это очень как будто бы такого вас видят, ну, шикарного, если кто-то пытается конкурировать с вами, там соперничать, то видят вас силу, интеллект. Так, и тут даже какой-то взгляд на мир такой не совсем стандартный, ну, понятно, если вы ведающие, ясно. Так, тут еще... Вот по этим почему-то картам мне показана карта дом, влюбляете, ну, на самом деле с вами уютно, там, где вы находитесь, вы можете создать какую-то такую ауру уюта, гармонии, комфортно, уютно, по-домашнему, вот как-то так, рядом с вами, тепло. Подпишись на канал и поставь лайк, не стесняйся. Тут дальше еще вот эти карты я могу так прочесть, что на самом деле у вас нет вот такого, знаете, как ощущение «я святая», «я прям идеальная». Нет, люди вас видят какого-то живого, естественного человека. То есть вы лишний раз как будто бы себе не набиваете цену, лишний раз там не рассказываете «я и в этом идеальна», и как будто бы никого вы не тычите носом. Тут можете признаться легко, вот тут карта незнакомая, что вы какой-либо информацией не обладаете, там, не знаете чего-либо, но в тот же момент вы говорите, давайте узнаем вместе, да, допустим, или при том, что вы мудрая, и по иерофанту постоянно чему-то обучаетесь, свой уровень повышаете,
тут интеллектуальный уровень, тут духовный рост, развитие, карта ведающая, тут еще и тайные знания, и по психологии что-то. То есть тут девочка вообще не пустышка, но при этом как будто бы вы не стремитесь это как будто кому-то там в лицо, в глаза тыкать и говорить там, а ты там не знаешь чего-то, а я тут такая крутая, посмотри, на каком я уровне, и какая я, и какие у меня там заслуги, регалии. Нет, тут даже наоборот где-то можете пошутить о себе, вот как-то так, можете с какой-то иронией о себе тоже говорить. Где-то не боитесь показаться даже детской. Ну, тут детскость, тут эта карта, она так незнакомая, детскость. Где-то эти карты, как я пытаюсь прочесть, да, тут наигранная святость. То есть вы, ну, как будто бы вы так это какая есть, такой и себя показываете. Нет такого, что там вы стремитесь, опять-таки, какое-то завоевать, вот это дешевое какое-то уважение, да. Так. Неравенство, всадник, друзья. Даже вот тут это, кстати, очень важно, и я это очень ценю, кстати, в людях, не знаю, как вы. Тут показано, даже если у вас, допустим, есть, ну, вы там какой-то пост занимаете, да, примерно, я пример привожу, должность какую-то. Но если у вас там в подчинении есть люди, которые, ну, элементарно, самое, как вот нижнее звено, если можно так сказать. Вот все мы в какой-то мере обслуживающий персонал, да. Ну, допустим, там кто-то пришел на работу, там вообще никакого опыта нет, первые там дни. То есть у него толком, может быть, у этого человека и образования нет, и опыта. Вы никогда не будете самоутверждаться, вы никогда не будете тут именно этим человека попрекать, именно вот как будто бы самоутверждаться за его счет. Вот вам не нужно вот это вот дешевое, вас за это любят. Вы в то же время мудрая, умная, тут начитанная. Тут у кого-то, повторюсь, вот как будто бы такое прям видение человека насквозь, прям вы можете этого человека, любого тут чуть ли не видеть, и этим самым отчасти себя обезопасить, вот как-то так тут считывают так люди. Но при этом, какое бы ни было неравенство, насколько вы там не были более, не знаю, повторюсь, может быть там должность у вас, материальное положение какое-то, статус, вы никогда не будете обижать того, кто вот, ну, ниже вас. Опять-таки по должности, статусу, тем более в материальное положение, вы всегда придете на помощь. Карта собака, вы очень хороший друг тут. Ну вот мне как-то так. Люди вас вот эту вот какую-то честность, искренность, они вот это ценят. Где-то ваше вот сочетание ума и сочетание, ну это, наверное, толерантность какая-то, наверное, умение где-то вовремя поддержать, где-то опять-таки быть искренней, преданной, вот это вот вас очень люди ценят, любят. Вот этим вы влюбляете в себя. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.